Всем привет! Если вы смотрите это видео, вы уже наверняка знаете, что меня зовут Юна. Изначально это должен был быть влог с места происшествия, но так как не было времени абсолютно, я ничего не записала, я даже ничего не сфоткала, благо у нас был фотограф, и теперь это будет просто разговорное видео сомнительного качества. Я бы хотела рассказать об этом, потому что это мой первый проект, я бы хотела записать это на память. Было дело неделю назад на японском шкафу. Это такое почти ежегодное мероприятие в Волгограде, суть которого заключается в том, что оно имеет элементы обычного аниме-фестиваля, например, косплей-дефиле и все в том духе. Но особенностью является то, что там есть комнаты. То есть даже не просто стенды, а именно комнаты. Так сложилось, что оно проводится практически всегда в библиотеке. И библиотека выделяет комнаты для того, чтобы мы в них всякое организовывали. Получается, в этом году мы с подругой подались на то, чтобы организовывать комнату на айдольскую тематику. Нам повезло, в этой комнате еще оказался телевизор, который пришелся, кстати, для нашего Dance Evolution. Суть японского шкафа в том, что если вы обычный посетитель, вход туда, конечно, бесплатный, вам выдается условно распечатка, где вы должны ставить печати. За каждые несколько печатей вы можете участвовать в лотерее. Чтобы получить эти лотереи, вам надо выполнить какую-то активность в одной из комнат. В нашем случае мы выдавали эту печать, ставили в буклетик, если вы поиграли в Dance Evolution. А получается, у нас всего было 2 организатора комнаты, это я и Ниёчи, но мы еще взяли третьего, так сказать, помощника нам, это наш фотограф Александра. Так как я ничего не засняла, фотографии к этому видео предоставила она. Итак, мы были втроем с такими бейджиками, мы с Ниёчи были айдолами, а Саша была фотографом айдол. Я даже надену сейчас. Подумали специально вешать бейджик, потому что нас можно было спутать также с другими косплеерами. Так как наплыв в комнату был очень большой, мы сразу относительно выделялись, что к нам можно подходить с какими-то вопросами, что люди и делали. Ну ладно, короче, я решила сделать небольшое представление того, как выглядела комната, потому что ни одного видео у меня не записано. Я не успела даже нормально накраситься, я не успела одеть заколки на парик, я абсолютно ничего не успела, из-за этого чувствовала себя ужасно неуверенно, но как есть. Лучше как-то, чем никак, конечно. Тут у нас, получается, был вход. Возле входа сразу была такая некая стойка, где сидел библиотекарь. Изначально я думала, что библиотекари могут немножко там придираться, что мы как вешаем на стены и так далее. Но в итоге это оказались просто наши сверстники, тоже хайповые ребята, которые там работают. Они просто сидели в наушниках и никак нам не мешали. Главная интерактивность нашей комнаты — это был Dance Evolution. А у нас была просто эмуляция с аркады. Работала она через Kinect от Xbox. Стоял телевизор больше, чем наш монитор. Мы монитор на всякий случай тоже привезли. Работало это все на компьютере, который мы туда привезли. Короче, мы туда все привезли. Вот здесь стоял стол. Вот за игру в Dance Evolution вы получаете печать. Получается, тут стояло еще 2 бокса с коллекцией. Мы выставляли туда свою коллекцию, просто показать. И также над этим были плакаты. Вот. Дальше у нас вот тут, получается, шли окна. Специально напротив окон мы расположили фотозону. В фотозоне можно было поучаствовать в любом случае, танцуете вы или нет. Там мы повесили, получается, главных героинь, прям таких самых базовых первых поколений Love Live и iMask, и поставили сюда пуфики, чтобы люди близко не подходили к фотозоне, потому что она была достаточно неустойчивой. Из плюсов, да, фотозона не упала, из минусов некоторые люди просто там отсиживались. Я думаю, что теоретически, если бы кто-то захотел сам сфотографироваться, он мог постесняться сказать отойти этим людям. Я это видела, но, к сожалению, ничего не сказала, потому что у меня просто не было времени. Получается, дальше по сторону от фотозоны у нас стоял стол, на котором были лайтстики, которые можно было свободно брать, фотографироваться. Тут, получается, был маленький уголок, я его подписала как афиша, там были наши ссылки на
наш проект, соответственно, Warguider Project, наши соцсети и также на одно мероприятие, посвященное айдольской теме, которое еще не было анонсировано, но вероятнее всего будет. Тут стоял большой книжный шкаф. На этот шкаф мы, получается, повесили большой такой флаг Love Live, тканевый, мы его сами делали, сами рисовали, как есть, как можем. Вот. И получается, над ним и по бокам от него, а также под ним мы повесили опять же плакаты. Плакаты в нашем понимании это обычные листки А4 с цветной печатью официальных артов, которых мы подбирали по разным айдольским фандомам. И еще развешивали эти плакаты по лестнице, потому что мы были на 4-м этаже, и вот за вот эти все 4 этажа на лестничной площадке мы тоже это развешивали, и там, кстати, и мужские фандомы попадались. Мы, в общем, собирали все, что могли, чтобы привлечь максимально всех. У нас тоже висел один плакатик возле вот этой вот подставочки. Это был, получается, такой планшет, чтобы вы могли либо нарисовать их, либо поддержать как-то своих любимых айдолов. Ну, в целом, такая приятная традиция. Вообще можно хоть автограф на память оставить, что угодно. И для этого все маркеры, всякие разноцветные, мы поставили рядом на стол. А вот эта зона, на которой была я, то есть Ниёчи занималась людей вот здесь, то, что она их встречала, звала на Dance Evolution. Вскоре тут скопилась очередь, и люди уже пошли напрямую ко мне. Я, получается, была за вот этим столиком. Это столик с карточками. У нас, получается, было больше столов, чем мы изначально запрашивали, и, как оказалось, мы просто мало запросили, потому что вот этих столов нам было самое то, меньше точно было бы мало. Вот здесь вот лежали наклейки, всякие разные для украшения карт-холдеров. Вот, потому что мы все карточки по разным фандомам выдавали именно в карт-холдерах, чтобы их потом украшать. Тут и пинцетик лежал, и 2 стула. В дальнейшем уже стало 4 стула, и на мой пуфик уже присаживались, потому что не хватало места, всем нравилось украшать. И вот здесь стоял такой ящичек с коллекцией, и за ним уже стояли, получается, коробочки для карт, где были подписаны разные фандомы. Человек говорит, из какого фандома он хочет карточку. Вот, я ему, соответственно, эту стопку протягиваю, и он оттуда вытаскивает уже. То, что рандомно ему выпадет, та карточка у него и будет. Это все абсолютно бесплатно. Мы решили такую гачу устроить. Часть карточек оттуда это с нашей коллекции, часть мы просто закупали. Это очень понравилось людям, но выдавала я карточки только за участие в Dance Evolution. Изначально мы думали, что люди будут неохотно танцевать, все такие замкнутые, но в итоге, повторюсь, тут была большая очередь. У нас, на удивление, во время всех часов работы 2,5 сохранялась очередь. Не думали, что будет такой ажиотаж. Результат, конечно, впечатлил. Людей было действительно много, как и много поддержки. Мы, получается, приехали туда достаточно рано. Все подготовили, сделали, я не успела докраситься и ничего не успела. Зато по комнате все сделали. Соответственно, проходит вот это 2,5 часа работы. Мы как комната закрываемся. Потом мы просто переоделись, уже начали собирать вещи. Пока собирали вещи, там шло, получается, косплей-дефиле. Там разыгрывали еще спецприз, который мы просто приготовили. Вот. Но мы даже не смогли посмотреть, кому его подарили, потому что мы убирали все это с комнаты. Тут буквально было все расставлено, заклеено, обклеено. По поводу плакатов мы, кстати, сделали пост. Если кому-то понравился какой-то плакат, можете подходить к нам и забирать его. И люди пришли, при том, что у нас было очень мало подписчиков, откуда-то взялась толпа людей и вынесли у нас все эти плакаты. Спасибо вам, конечно, иначе бы мы их просто выкинули. Я считаю это очень милым, я считаю, наш проект удался, потому что он пользовался большим спросом. Нам очень чего-то не хватало такого вайбового, айбельского, и мы это сделали сами. Чисто за участие нам выдали шкаф. Вот, японский шкаф 24. Каждый год организаторы своими руками делают шкаф. Вот такой получился проект. К сожалению, да, я не засняла все, как планировала, получился абсолютно другой формат видео, но даже тому, что я сейчас записала, тоже рада. Я считаю, что такое надо отмечать на память. Я очень горжусь нашей работой, очень горжусь тем, что нас поддержали в таком количестве абсолютно разные люди. Это действительно очень мило. Почувствовали себя, так сказать, звездами.
Вот, кстати, некоторые люди даже просто подходили и предлагали свою помощь на следующий год. И на следующий год нам 100% понадобится больше людей, потому что у меня уже больше чего запланировано. Это видео по большей части я записала для тех, кто подписан на меня, но не знает, что такое этот фестиваль, что он из себя представляет, что за комнату мы делали. Потому что, ясное дело, не все проживают в Волгограде и посещают это мероприятие, хотя оно считается одним из старых в нашем городе. Подписывайтесь на наш проект, следите дальше, будем вас радовать.